Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург. Сегодня мы продолжим изучение казахской культуры и ее наследия. В этом выпуске речь пойдет о Национальном оркестре Казахстана имени величайшего дамбриста Курмангазы. Прежде чем начать говорить об оркестре, предлагаю познакомиться с легендой Казахстана, имя которой и носит этот знаменитый оркестр. Курмангазы Сагырбайұлы – выдающийся казахский дамбрист и композитор. В его творческом наследии около 60 кюев. Он воспевал жизнь казахского народа и постиг его душу. Поэтому и в наши дни музыкант пользуется заслуженным уважением потомков. Курмангазы Сагырбайұлы появился на свет в 1818 году на территории Западно-Казахстанской области. Две знаковые встречи определили его музыкальную судьбу. Когда Курмангазы было 8 лет, в его аул приехал Узак, знаменитый народный исполнитель. Встреча оказалась судьбоносной для мальчика. У него в душе навсегда поселилась страсть к музыке и желание играть на дамбре. Следуя за мечтой, Курмангазы покинет свой аул, когда ему исполнится 18 лет. Он станет странствующим музыкантом. Вторая встреча произойдет много лет спустя. В 1862 году встретятся два великих музыканта – Курмангазы и Даулет Керей. Оба получат бесценный опыт от общения друг с другом и создадут новые произведения. У великих музыкантов не бывает легкой судьбы. Много испытаний выпало и на долю Курмангазы. Он стал свидетелем народных восстаний, природных катастроф, жертвой несправедливости. Кюи Курмангазы очень разнообразны по своему содержанию. Домбрист оставил после себя не только множество произведений. Школа Курмангазы, к которой относят всех его последователей, подарила миру 4 поколения талантливых казахских домбристов. В 30-е годы 20 века исследователи обратили внимание на творчество Курмангазы и стали собирать и изучать его кюи. Тогда же и был создан оркестр Курмангазы, первый дамбровый коллектив в истории казахской музыки, который играл произведения великого кюйши. Академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы был создан в далеком 1933 году. За короткий срок он сумел стать самым лучшим в СССР. Как творческому коллективу удалось заработать всемирную известность? Давайте разбираться. Об оркестре имени Курмангазы за годы его существования написано немало. Где бы ни выступал коллектив со своими обширными, разножанровыми концертными программами, равнодушных не оставалось. Что ж, похвалы оркестр был удостоен всегда, и тому причиной крепкий, профессионально выверенный фундамент, заложенный Ахметом Жубановым. Он был назначен дирижером и художественным руководителем оркестра. В это детище, равного которому нет и по сей день, он вложил душу, сердце, талант и силы. Творческий рост коллектива не прекращался с момента его основания. И издревле у казахов наличествовало большое количество и разнообразие музыкальных инструментов. Музыкант или певец был принадлежностью каждой семьи. До наших дней сохранились домбра, кобыз, сыбызгы, шанкобыз, сырнай, даулпас. Эти музыкальные инструменты, пройдя через лабораторные исследования и претерпев необходимые для оркестрового исполнительства преобразования, составили костяк оркестра казахских инструментов. Казалось бы, зачем было изобретать новое, когда достаточно собрать 2-3 десятка умеющих хорошо играть на инструментах, настроить их по камертону и в бой. Но на их, так скажем, подгонку и модернизацию Ахмет Жубанов потратил несколько лет. Для этого при Алматинском музыкальном драматическом техникуме были созданы музыкально-экспериментальная мастерская, научно-исследовательский кабинет и приглашены мастера, имевшие богатый опыт в изготовлении русских музыкальных инструментов. За 5 предвоенных лет оркестр добился признания на территории всего Советского Союза и стал лучшим творческим коллективом. За время своего существования оркестр казахских народных инструментов имени Курмангазы ни разу не посрамил этого великого имени. Да мне и самому посчастливилось быть свидетелем этого завораживающего действа.
Оркестр имени Курмангазы выступал в нашем родном Санкт-Петербурге. Благодаря верным друзьям канала «Эхо Петербурга» нам с Иваном не удалось пропустить это культурное событие. Честно сказать, я был несколько скептически настроен к этому мероприятию, так как уже бывал на подобного рода концертах. Но то зрелище, которое продемонстрировал оркестр имени Курмангазы, захватил меня с первых минут и не отпускал до самого последнего мгновения. Высший пилотаж музыкантов и дирижера оркестра довели публику до эйфории, которая в буквальном смысле визжала от восторга. Меня приятно удивило все в этом оркестре, начиная от эффектных нарядных костюмов до грамотно подобранного репертуара. В тот вечер я услышал от шедевров мировой классики до народных песен, которые слышал еще с самого детства. Разумеется, самый обширный блок был посвящен казахской народной музыке, которая никого не оставила равнодушной. Именно там я впервые по-настоящему вкусил казахскую дамбру. От некоторых кюев в жилах закипала кровь, хотелось встать и начать танцевать. Меня останавливало только одно – уж слишком приличные соседи и помпезная атмосфера Михайловского театра, где, собственно, и проходило выступление этого оркестра. Спасло лишь то, что я мастерски умею танцевать плечами, не вставая с места. В конце вечера оркестр сыграл смуглянку. Это было нечто. Оркестр играл, а весь зал пел. Казахи, русские, китайцы, которые зашли на экскурсию, все почувствовали себя на одной волне. Еще раз хочу выразить благодарность тем людям, которые вовремя напомнили об этом событии и благодаря которым этот праздник в моей жизни состоялся. Наследие великого дамбриста Курмангазы увековечено в музыке. Композиторы Казахстана используют жизнь и произведения известного музыканта как основы для своего творчества и вдохновения. Во многих городах возведены памятники в честь Курмангазы. Изображение великого Кюйши присутствует на марках и денежных знаках Республики Казахстан. В 1993 году Казахстан впервые в новейшей истории выпустил национальную валюту. На банкноте достоинством 5 тенге было изображение Курмангазы, а в 1998 году появилась казахская почтовая марка с его портретом. Именем музыканта названы музыкальные учреждения и конкурсы. Так, именем Курмангазы в современном Казахстане названы Государственный академический оркестр и консерватория. В честь знаменитого Кюйши названы улицы и площади. Народ Казахстана свято хранит память о великом дамбристе Курмангазы Сагырбай-Улы, а произведения величайшего Кюйши и в наши дни считаются шедеврами народной музыки, которые вдохновляют различные поколения казахов. Знаменитый кюй Курмангазы Адай исполняет на своем сольном концерте Арнау и Димаш Кудайберген. Мастерски владея этим народным инструментом, Димаш не только знакомит весь мир с казахской дамброй, но и стирает границы времени, давая возможность всем желающим услышать голос великого предка Курмангазы. Алга Димаш! Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.